Утро у нас сегодня началось по дороге в деревню Сигуль. Второе самое известное чайное направление в Ленсане. И тут по дороге провод висел. Прямо над машиной. Видимо, проехал грузовик, его снес. Вот. Но вот никто никого не задел, все счастливы. Сейчас у нас 7 утра. Мы только-только так еще спали в машине, поэтому поехали дальше. Почти весь чайный Китай, это, конечно же, горы. И дороги в этих горах очень обычно узенькие, такие серпантины. Причем из-за того, что любимое развлечение китайцев — это постоянно что-нибудь строить, то очень часто на обочинах этих дорог навалены такие горы кирпичей, там, или они как-то еще сужены по какой-то еще причине, какой-нибудь грузовик там припаркован, еще что-нибудь. И поэтому, когда ты едешь там далеко, особенно в какую-нибудь действительно отдаленную горную деревню, то может быть там 3, 4, 5 часов пути. Причем не столько из-за расстояния, сколько из-за того, что очень часто в населенных пунктах по дороге образуются такие конкретные заторы. То есть мы сейчас вот уже полчаса стоим в деревне по дороге на Сигуль. Вот, и здесь просто вот, то есть впереди грузовики, сзади грузовики, никто не может никак разъехаться, очень узкая дорога, но потихонечку продвигаемся. Я скажу, что один раз я даже вспомнил, такая история у нас была в Гуандуне, когда мы реально стояли 4 часа на пике Удун, просто не могли никуда проехать, потому что просто несколько джипов заперли друг друга и не могли выехать. Вот, никто в горах дорогу не регулирует. То есть китайцы все больше и больше становятся хороших машин, вообще все развивается, но дорожки остались такими же узенькими, как они и были раньше. Вот, поэтому приходится просто философски сидеть, наблюдать. Зато в это время можно очень так спокойно, неторопливо рассмотреть жизнь обычных деревенских крестьян. Ну, так получилось, что мы тут все еще сидим на одном и том же месте. Зато действительно очень интересно смотрим, как живет горная деревушка. Вот, нам еще где-то час ехать, но я думаю, с учетом задержечки надо еще 1,5 или даже 2. Но на самом деле мне очень нравится так остановиться в своем скоростном путешествии и понаблюдать за жизнью обычных жителей горной деревни. Вот, конечно, очень интересно, здесь в деревнях особенно сильно видна вот это вот противоречивое очень столкновение вот этих двух цивилизаций, то есть древнего такого Китая, в чем-то таких укладов абсолютно далеких от современности и суперсовременных этих технологий. То есть, когда ты видишь, бабушка в традиционном костюме, значит, несет корзину на голове, идет, говорит по айфону последнему, там, да, по телефону, или, значит, там какой-нибудь молодой парень там в какой-то довольно-таки просто строительной одежде, значит, и едет на новеньком последней Хонде, значит, мотоцикле недешевом, который, я думаю, даже многие западные любители мотоциклов себе позволить не могут.
Сейчас мы находимся в Бандуне. Это целый регион, который, кстати, находится неподалеку тоже от Линцана, по дороге к Сигуй. У нас такой садик наших знакомых фермеров, которые занимаются шен-пуэром и немного, кстати, красным чаем. Здесь в основном деревья, называют их гушу, то есть древние деревья. По сути, они больше похожи на тиаму, да и не такие старые. Вот, то есть нам говорят, что им там лет по 300, но я думаю, что они на самом деле моложе, многие по 100, наверное, максимум. Хотя, может быть, какие-то особенности местные, связанные с тем, какая скорость роста у того или иного сорта дерева, она может отличаться в зависимости от места. То есть бывало, встречали такие вот деревья, которым 400 лет, и там деревья, которые гораздо тоньше, там им было 500. Вот, то есть тут зависит уже от места. Но на самом деле возраст деревьев тут нас меньше всего сейчас волнует. Нас больше всего волнует качество чая. Чай здесь очень интересный, он такой мягкий, нежный. Вот многие даже говорят, что вот там линцанский вкус такой горьковатый. А здесь конкретно вот весь чай, который Бандун, по крайней мере, вот именно то, что вот DEP, да, Тоучунь, первый весенний сбор, он очень, очень нежный, тонкий, мягкий. И в этом году у нас много получилось найти именно интересного шена из Бандуна, причем нашли и прошлогодние какие-то интересные сорта, то есть осенний чай уже такой немного подферментировался, даже такой темноватый, хотя всего полгода. Ну и молодой свежий чай здесь очень такой сладкий, прям даже шен, то есть абсолютно не похож на вкус южный. Вот сейчас мы уже, получается, послезавтра поедем в Мунхай, вот, дальше по южным горам. И интересно будет сравнить, вот сейчас почувствовать это. Но даже вот сколько я вот некоторое время не пил южные шены, эти прям очень сильно выделяются именно своей сладостью. А здесь небольшая плантация, но на самом деле эта плантация очень интересна. Конкретно вот эти вот деревья, это ешанчха, так называемый дикорастущий чай. Хоть конкретно это и посаженные деревья, но черенки взяты с диких лесных деревьев, то есть это сам сорт, именно называется ешанчха. И конкретно именно с этого сорта собирают и так называемый ешенхун, и вот как раз только что наша подруга собрала вот эти вот ябао. Вот, то есть вот они так выглядят, это они получаются после обработки. Цзы-ябао тоже вот они вот такие. Но, кстати, цвет почек может меняться еще в зависимости от того, когда их собирают, то есть период сбора. Обычно более пурпурные, они именно первый сбор, то есть когда еще было холодно не так давно, да, и поэтому немножко такой цвет меняется. Потом позже они становятся более светлыми, но тоже от места, вот буквально вот 300-400 километров отсюда, там уже абсолютно по-другому выглядит даже вот эти же кусты, то есть эти же дикорастущие сорт. Но на самом деле очень много подвидов. Здесь конкретно местные даже не знают, как правильно называется именно вид ботанический этого дерева, но называют просто дикорастущий. Вот. И они, как я говорил, отломали, там, собрали несколько черенков с диких деревьев и посадили вот здесь такую маленькую деляночку. Тут кроме цзы-ябао еще делают также и ешенхун, так и называемый, то есть дикорастущий красный чай. Вот тут, кстати, наглядно, как два вида флеша, да, основных видов флеша, которые собирают с этих кустов. Причем, кстати, еще бывает и промежуточный. Вот это как раз ябао. То есть, почему я это, собственно, почка, а бао это оборачивать или заворачивать. Вот, например, таобао это, например, взять с собой. Вот, известнейший как раз магазин китайский также называется. То есть, обернутая почка. А здесь мы видим почку уже распустившуюся. Обычно вот такое сырье используют для производства красного чая чаще всего. Вот. Тоже в то же время, помимо именно крупнолистного, также еще делают, вот мы были на производстве здесь же, только немного в другой деревне, делают суйхун, так и называемый. То есть они его специально крошат, мелят. Вот. Интересная очень технология. Как раз мы не уже рассказывали. Но хороший, конечно, чай все-таки, если делать крупнолистный, его делают из такого сырья. То есть почка, 2 листа, стандартная такая флеш. А это именно ябао, то есть это то же самое, только еще не распустившаяся почка. Из нее, кстати, тоже делают, помимо цзы-ябао, делают еще так называемый цзы-яхун. Вот его по-разному называют, либо называют ешен-ябао-хун. То есть красный чай из этих вот собранных, не распустившихся почек.
Помимо чайных деревьев, тут встретили абсолютно случайно такой вот огроменный кактус. Я, кстати, видел, есть в Юнане целая плантация этих кактусов, только они гораздо меньше. Это, видимо, так же, как есть, как говорится, сяошуча и дашуча. Также есть и сяошу кактус и дашу кактус. Вот это, значит, дашу кактус, я таких здоровых еще никогда здесь не видел. Спросил, для чего. В общем, из него делают какое-то лекарство. Не до конца понял, какое. Вот, но это, в общем, вполне себе используется. То есть не просто так он здесь растет. Нас тут угощают каким-то непонятным растением. Я, в принципе, люблю разные непонятные растения пробовать. Вот. Это какой-то местный аналог ревеня, видимо. Ну, судя по вкусу, по крайней мере. И судя по... Оба-на. Судя по аналогии, как его чистить. Такой, ну, ревень как ревень. Посмотрим, как будет дальше. Вы знаете, мне кажется, что в этом растении что-то необычное. Видимо, это специальная какая-то трава, которую дают иностранцам для того, чтобы они хотели больше покупать чая. Потому что только я поел его, сразу почему-то подумал, а не взять ли мне побольше того классного годовой выдержки шенчика. Иногда в горах бывает так, что происходят очень странные вещи. Особенно это касается ощущения расстояния, пространства и времени. У любой аграрной истории есть всегда и обратная сторона. И чай тут не исключение. То есть, когда ты едешь по китайским горам, красивые чайные плантации, все красота, кстати, аналогичные в Новой Зеландии, такие красивые барашки, поля. А ну понимаешь, что на месте этих замечательных барашков, полей и чайных плантаций когда-то рос дикий лес. Если в Новой Зеландии это были какие-то такие огромные всякие деревья каури там и прочие всякие замечательные эндемики новозеландские, то здесь это, в принципе, сосны и всякие разные лиственные породы, которые тоже, в общем-то, называется местный субтропический, тропический муссонный лес. Читаешь всегда описания китайские, значит, каких-то чайных регионов и думаешь, какой же тут классный субтропический лес. И приходишь, леса никакого нет. Потому что везде, где дороги, вот где дороги проложены, плюс-минус там 3-4 километра вниз-вверх, все вырублено, все засажено, везде люди живут. Китайцев действительно много, и они действительно эксплуатируют довольно конкретно леса и вообще все, что можно эксплуатировать, вот, при этом постоянно расширяются, так как их тоже количество-то растет людей. Так вот, мы все-таки, я такой настоял уже, ребята, говорю, мы гуляем по плантации, у нас есть время, давайте все-таки мы в лес сходим, а то тут нам все рассказываете про дикорастущие чайные деревья, которые там глубоко в лесу, вот давайте мы в этот глубокий лес зайдем и посмотрим. Вот, и тут мы наконец-то, поднявшись так, в общем-то, нормально, по высоте, наверное, метров на 400, если брать Хайбау, высоту на уровне моря, и по расстоянию, километр, может, полтора мы прошли вверх. Пойдем дальше посмотрим все-таки, найдем ли мы те самые ешен-чашу, про которые все рассказывают, да, и встречается здесь такой дикорастущий чай именно здесь или нет. Хотя вот местный, живущий здесь вот паренек, он говорит, что он даже сюда никогда не ходил. Вот мы и посмотрим. Идем мы, значит, идем по лесу. Идем. Ну, не сказать, что очень высоко поднялись, но все-таки поднялись. И что же здесь? Здесь еще один чайный сад, причем довольно большой, на большое расстояние. И видно, что там, вот наверху, вот за тем вот лесом, еще одна плантация. Вот, то есть здесь никто не живет. Они пешочком, значит, по вот этим вот замечательным тропиночкам поднимаются сюда. Вот, и здесь тоже собирают чай. Причем эти чайные плантации, их не видно снизу вообще абсолютно, то есть они реально находятся на большой высоте, значительно выше даже уровня леса. Вот такая интересная вещь. Кроме того, еще здесь такой вот водопровод, видимо, тоже откуда-то сверху набирают воду чистую. Вот такие интересные дела. Но мы еще немножко вверх погрузимся, посмотрим, потому что хочется попить воды. Ну и вот, наконец-то,
таки нашли один единственный, правда, кустик, который можно назвать дикорастущим, потому что действительно он не на плантации, он в стороне, прям около лесочка на опушке. Вот, и немножко, кстати, отличается по внешнему виду от кустов, таких вот древовидных кустов, которые здесь посажены на плантации рядом. Вот такой вот невысокий кустик. Вот, в принципе, похож немного на дикорастущий чай, который я встречал уже в других провинциях, например, в Аньхое, в Жидяне тоже. Вот, да и здесь в Юнане тоже. Просто дикорастущий чай. Какой вид, конечно, по внешнему виду не скажу, но видно, что с него чай тоже собирают. Тут некоторые почки, видно, что обломаны. Но, видимо, собирали, кстати, не в этом году, а осенью. Есть один интересный нюанс насчет сбора чая. Я уже как-то говорил, что на разных горах, даже в одном регионе, могут в разное время собирать чай. Но есть еще более такой важный момент, то что даже на одной и той же горе тоже могут в разное время собирать чай. Все зависит от возраста куста. Например, здесь вот дерево, которому точно уже где-то больше 200 лет, может даже еще больше. Вот. А здесь молодой кустик, которому может быть лет 20. И видно, что вот на молодом кустике уже почка, значит, раскрылась. То есть вот я ее даже оторву для наглядности. А здесь как бы еще только в основном, тоже есть распустившиеся, но все равно они меньше. Но в основном вообще не распустившиеся вот такие вот почки. То есть видно, насколько на взрослом дереве медленнее раскрываются почки. На самом деле не обязательно это именно так, но как правило, как говорится, что гушу еще не собирают. То есть гушу, хаяоден, там, для того, чтобы сделать чай с гушу, нужно еще немного подождать. Вот такая вот разница. То есть видно, что здесь еще нужно недели полторы-две, может быть даже еще больше. Аналогичная ситуация мы, кстати, видели сейчас, вот, когда были в Денисю, тоже то, что вот то самое Денисю Чаван, царь, владыка чайных деревьев, вот, он, значит, с него будут собирать только в конце апреля. А вот сейчас, в конце марта, уже собирают с некоторых гушу, в том числе из того, с которого мы собирали чай. Вот. Есть вот аналогичная ситуация тоже. Молодой куст уже, пожалуйста, то есть уже ходит, сборщики собирают, а старые деревья еще пока нет. Абсолютно аналогичная история даже с деревьями одного и того же возраста. Хотя, может быть, конечно, здесь немножко потолще основание ствола, но не настолько большая разница, как между там вот таким деревцем и вот таким. То есть вот они примерно одного возраста, здесь вот огромное количество молодых побегов, а здесь еще только-только вот почки вышли. Вот, то есть это действительно вот наилучший пример, пожалуй, вот эти два куста. Многие фермеры, с кем я общался, они говорят, что вот такой большой побег это уже довольно поздно. То есть, в принципе, упустили момент сбора конкретно на этом кусте. Обычно сборщицы стараются вот даже ходить по значит, чайному саду, чайной плантации. Здесь даже слово плантация как-то не очень звучит, потому что везде деревья, хоть и молодые. Обычно стараются ходить и смотреть, если где-то уже, значит, такое появляется дерево, которое дало такое мощное количество побегов раньше, чем другие. Они, естественно, раньше, чем другие его собирают. Но, видимо, до сюда просто не дошли, потому что здесь попадались уже деревья, где собрали чай. Собственно, сейчас уже чай активно делают. Конец марта. Здесь довольно тепло. И, значит, вот здесь мы видим, что просто дерево, по сути, вот уже пропустили момент, потому что вот идеальная флеш либо собирают, значит, просто почку, когда идет почечный чай, когда она еще не распустилась, причем, то есть, когда вот этот листик еще вот так вот должен быть почка. Вот она на этом дереве лучше даже видно. А здесь, значит, получается либо почка один листик, либо почка два листочка. Самый стандартный флеш почка два листочка. Но здесь, получается, уже вылез еще третий. Вот. Иногда бывает, что собирают вот такое для какой-то дешевой маучи, для дешевого такого шенбер сердца, скажем так, иногда бывает собирают прям вот так. То есть я это видел. Вот, прям берут вот такой вот флеш, где даже там еще какие-то ответвления, там несколько листьев. Вот, то есть такое тоже бывает, хотя это не так часто, но встречается. Вот еще вот тоже вот такой. Но это идеальная единица сбора, конечно, и по размеру, когда вот примерно
вот такого вот должно быть. То есть вот она почка, причем здесь тоже подраспустилась, по идее вот этот третий лист лишний. То есть должна быть где-то почка собранной и 2 листика. Вот примерно это называется здесь, когда флеш правильный. Когда она уже вот такая огромная, это значит, что уже пропустили время сбора. Часто в многих китайских фильмах, и не только каких-то шоу, бывают участвуют большие такие бамбуковые палки. Причем они гораздо тоньше, чем это. И часто думаешь, ну как же так, они там такими все-таки, хоть и бамбук, но все-таки он же довольно большой, тяжелый, наверное, очень сложно управлять. На самом деле, видите, какой толщины вот эта палка, она, наверное, по весу примерно как, ну не знаю, какое-то маленькое такое сосновое бревнышко длиной меньше раза в 3. То есть она очень легкая, просто, ну, килограмм 7-8. Вот я держу ее вообще без проблем. И вот, например, в том же Уишань там есть шоу, где они такими бамбуковыми шестами выстраиваются. Думают, как же они такие тяжелые бамбуковые шесты, ими там манипулируют. На самом деле очень несложно ими манипулировать. Вот здесь конкретно бамбуковая штука вообще вот такой толщины, и при этом очень легкая. Вот это вот дерево называется сянье гошу. Го – это слово от фрукт, потому что и листья немного пахнут фруктом. Вот обычно вот эти вот самые деревья, здесь их довольно много. Конкретно здесь тоже спилено одно. Вот, бывают их более молодыми, естественно, тоже пилят. На этих деревьях считается лучший вообще материал для того, чтобы прогревать котлы для обжарки шенпуэра. Потому что они имеют очень приятный аромат. Вот ломал маленький кусочек. Такой вот, ну, не знаю, как сказать, не фруктовый, конечно. Вот, в принципе, похоже на благородные лиственные деревья наши, российские, может быть, на бук, на ясень чем-то даже. Вот, но есть своя специфика. Обычно используется вот древесина именно вот этого дерева. Кстати, вот это дерево действительно очень плотное. Даже пенечек вроде бы не такой большой, вроде даже уже подсохший, очень тяжелый. То есть по плотности она даже, наверное, выше, чем береза, ближе к нашему дубу. И, кстати, почему еще хорошо на ней прогревать котлы такой древесины? Потому что довольно экономный расход идет. То есть она очень много дает жара. Даже вот, в принципе, по-моему, эти же ветви как раз этого же дерева мы вот готовили еду. Конкретно вот здесь вот в Дзинсю, когда ездили, тоже там готовили еду на такой же древесине, то есть буквально 3-4 палки, и все, и у тебя вскипел чайник, там все приготовилось, то есть не так-то и много надо. И это аналогичная история абсолютно с прогревом котлов, то есть у них там вот такая вот небольшая хапочка маленьких веточек накидали, все, как бы все готово, то есть надо не так много материала. Ну а вот уже те самые дрова, которые как раз заготовлены для топки печи для обжарки шенпуэра. Значит, здесь они лежат, сохнут, потом будут уже складывать ближе к самому производству. Такие большие поленницы, их часто можно увидеть в Юнане, везде, где занимаются чаем, они обязательно встречаются. Это, кстати, могила, ну или как, можно сказать, захоронение предков нашего фермера. Причем он говорит, что примерно, он точно даже не знает, но это около 4-5 поколений назад. Ну, даже видно, что камень такой очень старый, хоть тут и быстро растет мох, но действительно кладка очень старая. И кроме того, еще иероглифы внутри не упрощенные, а традиционные. Гуляли по горам, мы зашли по дороге на один заводик, и здесь как раз сейчас в этот момент происходит стадия шайган, то есть фушка считается с подсолнечным цветом, да, то есть сейчас здесь тоже вот как раз настил такой прозрачный. Я думаю, что жарили чай, судя по всему, еще вчера, потому что уже почти подсох, еще, наверное, может быть до вечера, до ночи, может даже уже и досохнет. Вот. Хотя, возможно, просто было мало солнца, потому что бывает так, что, например, пожарят ночью, положат, и на следующий день к вечеру чай уже готов. Вот мы спускаемся с Бандуна, с Сигвой вниз к реке. Здесь тоже шлагбаум, такой же, как на Буланшань и в других местах. Здесь проверяют, нет ли какого там свежего чайного листа. Никто ли туда его не везет сверху, потому что чтобы был оригинальный только чай. Вот. Причем тут так более профессионально организовано. То есть там домик, какая-то там веревочка, которую мы видим в Лаобанджане там, или в
Лаушань. Мы приехали в местечко Сигуй. Кстати, дорога сюда проложена тоже в брусчатке, так же, как и на Биндао, так же, как и на Цзиньмай. Очень такая красивая, живописная деревенька. Она расположена на таком вот плато у подножья горы Манлушань, как раз, которая сейчас находится здесь. И внизу река Ланцзянь. Очень красивый вид. Сейчас довольно низкий уровень реки. Обычно она была выше, а раньше еще выше. Интересно это место тем, что раньше, когда здесь проходил тот самый Чимагудао, и именно здесь была переправа на Чимагудао, именно через реку Ланцзянь. Там находится Дингу, оттуда шла как раз дорога. Отсюда уже дальше, так как это уже отроги большого очень хребта Дасюишань, уже все шло туда, на Тибет. То есть, собственно, это был очень важный транзитный пункт. Раньше назывался Гали место, и в свое время называли это место Гали, вообще чай отсюда называли Гали Гуча. То есть это была такая большая перевалочная база. А сейчас это родина известного чая, который считается очень таким ценным для всего Китая. То есть это одно из таких ключевых мест, особенно для Линцана. То есть в Линцане, собственно, два места. Это Биндао и Сигуй. И сегодня мы туда приедем, посмотрим, как делают первый чай и, конечно же, его попробуем. Уже наступил вечер, и мы наконец-то доехали до Сигуя. Причем, кстати, вот верх Сигуя, верхнюю деревню, которую мы как раз смотрели сверху, это, оказывается, только вот так называемый Синсун, то есть новая деревня. А сам Сигуй, он внизу, именно старый Сигуй. Кай, собен, докай, хандижан, да, боял, докай, дзо. Мама такая увидела, что я снимаю видео, и такая сказала детям: так, детиши, тут не мешайте, сказала: детиши, делайте, что хотите. В общем, приехали на семейное производство, наступил как раз вечер, будут обжаривать свежесобранный чай с больших деревьев в Сигуе. Вот, как раз уже прогрели котлы. Тут огромная армия детей, на самом деле. Только тут я вижу только 6. Но, по-моему, кто-то еще вместе с маленькими, вообще человек 8. Вот, я так и не понял, все ли они от одной мамы или от нескольких. Ну, в общем, я думаю, будет очень веселое приготовление чая. Сейчас там как раз уже практически прошла стадия Вэйдяо, и подошел глава семейства, который будет проводить обжарку. И сейчас начнет жарить свежий чай. Хозяйка фермы, даже не фермы, хозяйка завода, можно сказать, сказала, что вчера вот они тоже собирали, у них было гораздо больше количество сырья, сделали они, значит, из 100 килограмм тенье, то есть свежего листа, они сделали всего 15 килограмм чая. Вот, а сегодня вот у нас, собственно, вот один поднос и еще две вот таких вот корзины, уже подготовленные к обжарке. Вот, то есть здесь, я так понимаю, примерно 5 килограмм, но это то стандартное количество, которое обычно берут на обжарку в ШНПР вручную. Вот, это все сырье с дашуча, то есть не гушу, не древние чайные деревья, а большие чайные деревья. И сейчас уже, как только прогреются котлы, начнется обжарка. Кстати, я вот сначала предположил, что обжарку будет делать отец семейства. А оказалось, кстати, что сама хозяйка завода обжаривает. Впервые вижу, чтобы обжаривала шен именно женщина. Как правило, все-таки это мужская работа. Сейчас попробую немного пожарить. После того, как несколько раз посмотрел за последние дни, как это делают, уже немножко более уверенные движения. Вот, причем посмотрел самые разные технологии. Сейчас вот вышел как раз аромат, уже не прошло несколько минут обжарки, и немного бремастер меняет способ, начинает больше разбрасывать сырье. Вот. Сейчас я уже руки у меня перегрелись немного с непривычки. Сейчас попробую еще раз, наверное. Ну вот первая партия готова. Сейчас буду загружать вторую. Первую пока выгружают, для того, чтобы разложить лист, остудиться.
Вот здесь такой подносик складывают все. Обычно, кстати, используют корзину. Вот вниз прям подставляют, и даже такая выемка бывает под котлом. Но здесь такого нет. Вот, сейчас немножко очистят его и загрузить следующую партию. Вторая партия сырья уже прошла середину, наверное, где-то стадии обжарки. Вот сейчас надо пробовать. Лайшейся, Кайма, лайшейся. Ага. Хозяйка говорит то, что завтра уже обещают солнечную погоду, и поэтому этот чай будет готов, скорее всего, уже где-то в 2-3 часа дня. Уже можно будет его попробовать. Так что, надеюсь, он получится вкусным. Но, соответственно, если он получится вкусным, то, скорее всего, мы его себе и заберем. Кстати, вот видно, какой объем сырья изначально. То есть котел, ну, не до конца, конечно, полный, но так, очень плотненько. А потом, насколько оно сильно ужаривается. Примерно раза в 3-4 как минимум уменьшается объем. Безумно увлекательный процесс, потому что аромат просто нереальный. Маленький. Джидала. Она говорит, что я слишком тороплюсь, надо более плавными движениями это делать. А я боюсь, наоборот, почему я тороплюсь, я боюсь, не дай бог, пережечь лист. Но тут важно и не пережечь, и не дожечь. Она говорит, что в этом году чай очень вкусный получился, но очень мало сырья из-за того, что сухо довольно, да, то есть мало листа. Вот, боится, что не так много чая в этом году будет. Но еще она рассказала, в чем вот конкретно моя была ошибка при обжарке, то, что я слишком быстро обжаривал, я боялся пережечь лист, да, а она говорит, что наоборот, как бы, если слишком быстро, то получается у него вот этим красноватым немного становится. Вот, когда, говорит, смотришь шены, если видишь немножко красноватый оттенок в чае, значит, что вот так вот слишком быстро обжаривали. Бывает некоторое время, когда у них 500 дзиней сырья, а сейчас всего лишь 20, то есть как бы один человек работает, а так у них, видите, 3 котла, и как бы обычно гораздо больше людей и гораздо дольше работают. То есть тут уже такая действительно утомительная работа, когда не просто там 3 партии пожарить, а так бывает и 15, и 30, и даже 40 партий подряд. Опять-таки огонь может быть и довольно сильным, просто в случае, если сильный огонь, нужно быстрее нажарить. Если огонь более слабый, нужно медленнее, просто нужно чувствовать. Говорит, что это я уже, говорит, не могу там точно сказать температуру, просто когда ты всю жизнь этим занимаешься, естественно, ты уже примерно чувствуешь температуру. Но аналогично, как и с завариванием чая, то есть, да, то есть если вода похолоднее, то можно подольше подержать кипяток, значит, нужно быстрее сливать и так далее. Сейчас попробую поскручивать. Здесь все-таки хороший чай они тоже полностью вручную сминают. Причем видно, что они это делают не потому, что в гости иностранцы приехали, у них просто эти подносы все аж прям маслом насквозь пропитаны чайным. Вот, то есть действительно они это делают так. Ну, впрочем, мы тоже видели, в Динсю там тоже так делают. Хорошо. Мы же... Хотя бы что-то похожее на то, что надо. Такие круговые движения, как бы собираешь, как будто бы шар, и его так одновременно и сминаешь, и еще и скручиваешь. Но, по сути, вот именно это движение имитирует станок для сминания чая. Какой же маслянистый чай вообще, обалдеть просто. Вообще на заводе стоит побывать хотя бы ради того, чтобы вдохнуть этот аромат. Он просто невероятный. А вот смятый уже лист, из него выделилось очень много сока, и он прям масло чувствуется на руках. Кстати, еще долгое время после этого руки пахнут. Припекли нас тут работать, отрабатывать ночлег. Вот сказали, давайте, вот мужики крепкие, сели в телефончики, ничего не делают, а мы тут, видите ли, за них мнем. Но, кстати, Серега вообще молодец. Он как взял вот первый раз, как будто всю жизнь, короче, сминал. Тут уже все чаты всех китайских социальных сетей полны нашими фото и видео
Вот, мастер Сергей молодец. Да, но работа непростая, да, Серег? Ну так. Ну да, ну представляешь, вот это... Навык иметь. Ну представляешь, вот так вот, и сейчас раз 2 подноса, а если было бы таких подносов штука так 200. Вот, наверное, конечно, был бы тогда не один мастер Сергей, а человек 5, но тем не менее. Раньше в древности никаких сминальных станков не было, и все делали так вручную вообще все. Вот, поэтому и чай раньше было, скажем так, меньшего количества, и он был, естественно, дороже. Ну что же, вот мы сидим в Сигое, пьем вчера сделанный шен, тот, который мы сегодня жарили и сминали, еще пока не готов, он будет завтра готов, а пока пьем вчерашний. Чай очень вкусный. Я не знаю, то ли я так устал, то ли все-таки действительно какое-то там чайное состояние у него, но расслабило как-то прям очень сильно после этого Сигоя. Аромат тонкий очень. Вот. Но надо сказать, что он в целом похож на бандунский чай, который мы пили наверху. Похож, такой же нежный, мягкий. Почему-то всегда говорили, что линцанский Сигой какой-то горький, там, и что-то такое слышал много раз. Ничего в нем такого нет. Очень нежный, мягкий, тонкий чай. С чуть-чуть такой вот прям мягкой горчинкой. Очень мягкой. Вот. Даже какие-то цветочные ноты в нем есть. Но это надо сказать, что этот чай это еще медианский, то есть перед цимином сделанный. Сегодня у нас 26 марта, если не ошибаюсь. Поэтому, может быть, тот чай, который будет делать позже, будет отличаться. Пока очень маленькое количество еще его делают, буквально там по 5, по 7, по 10 килограмм за день, не больше. Но попробуем, что получится завтра, сравним с этим, и что-нибудь обязательно возьмем с собой.